Привет. Мы сегодня начинаем проходить ремейк игры Dead Space. Первая, игра эта выходила в 2008 году, и вот тут сделали не так давно ремейк. Какие-то моменты, конечно, помнятся, потому что проходил я ее довольно-таки давно. Ну, посмотрим, как получится. Давай, новая игра. Так, сложность, да, средняя, давай. Вроде как собираются у нас сделать ремейк еще второй и третьей части. Потому что первая, как говорят, получилась неплохо. Так. Келлион следует систему эгида. Установить местонахождение горнодобывающего судна Ишимура. Установить причину там чего-то. В общем, корабль сломался, мы туда летим. Айзек, это я. Я так хотела поговорить с тобой лично. Прости меня, прости за все. Я так хотела поговорить хоть с кем-нибудь. Тут все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. Удивительно. Такая мелочь. Это от нее? От Николь? Да, единственное, что я получил за все это время. Мы через 5 минут прилетим, а ты все слушаешь ее на повторе. Похоже, ты серьезно. От работы на Ишимуре не отказываются, но полгода врозь, хоть и с видеосвязью, это тяжело. И так легко сказать, что что-то не то. Я тебя не виню. Я бы тоже лучше послушала свою подругу вместо протоколов. Предупрежден, значит вооружен. Ты всегда так говоришь. А вот и все, выходим на орбиту. Добро пожаловать на Эгиду 7. Представьте себе, 6 месяцев пялиться на эти камни. Для вольнонаемных шахтеров это рай. Эгида 7 одна из богатейших находок в истории СС. Она многим обеспечила чего-то. А где же корабль? Здесь. Подтверждаю визуальный контакт с Ишимура. Красавец. К слову, крупнейший планетарный потрошитель в своем классе. И похоже, он уже заглотил добычу. Но почему так темно? Мы уже должны были увидеть его бортовые огни. Согласен, попробуй выйти на связь. Кто-то наверняка мониторит нас. Будь осторожен при стыковке. Не хочу рисковать гордостью и отрадой СС. Не хочешь рисковать? Поэтому ты копался в моем личном деле перед отлетом? Ты это отследила? Я компьютерный аналитик, это моя работа. Я провел стандартную для СЭС проверку биографических данных, мисс Дэниелс. Сэр, канал связи открыт. Ишимура, это команда аварийного обслуживания Келлион. Отвечаем на ваш сигнал бедствия. Ишимура, прием. Ишимура, вы слышите? Прием, это Келлион. Ты когда-нибудь слышала о радиомолчании на потрошителях? Никогда. Ну же, возьмите чертову трубку. Что это за звук? Похоже, их коммуникационный массив накрылся. Возможно, сломан кодировщик. Мы с Дэниелс справимся с этим за 48 часов, не больше. Эй, у тебя остается полно времени на встречу с Николь. Да, на то и расчет. Джен, Джонсон, начинайте стыковку. Гравитационные захваты активированы. Провожу автоматическую стыковку. То есть у нас главный герой к жене летит еще. Не только корабль починить. Захват не исправен. Дэниелс, система наведения не отвечает. Мы сближаемся слишком быстро. Нас просто размажет. Целься в тот аварийный стабилизатор. Туда, где голубой свет. Это поможет нас замедлить. Поднять щиты, команда. Держитесь крепче. Приземлились с горем пополам. Все целы? Эй, я в порядке. Жить буду. Эй, Джонсон, ты как? Лодыжка, похоже, она сломана.
Паршиво, но все же лучше, чем сломанная шея или еще что похуже. Отличная идея со стабилизатором, Азик. К счастью, я всегда читаю инструкции. Что так у меня творится диспетчерская, их система наведения, что-то там. Лучше добавь ее в список. Чел, положи. Связь не работает, потерян усилитель порта. Загорелся один из стабилизаторов. Ядро сингулярности в хлам. Могло быть и хуже, но не намного. Опять тараторить все вместе начинает. Что ж, посмотрим кого-нибудь, позовем кого-нибудь на помощь. Оставайтесь на Киллионе, мы пришлем к тебе медика. Какой у Азика костюмчик красивый теперь. Раньше он был какой-то более блеклый, мутный, серого цвета прям. А тут его доработали. Так, глава первая, новоприбывшие. Заберем какие-то записочки. Что там? Справочный запрос. Айзек родился в семье Пола и Октавии Кларк на земле в районе восточного побережья Американской Республики. Пол Кларк был заслуженным инженером, кораблестроителем торгового флота Галактического Союза. Его отсчеты свидетельствуют о длительном пребывании за пределами Земли вдали от семьи. Ну, то есть у нас... Все, я понял, закрывайся. Ну, по крайней мере, тут хотя бы огонь лучше сделали, не как в этой, как в Каллисто Протокол. Не поленились ребята. Айзек, лучше бы нам поторопиться. Кстати, в оригинальной игре Айзек вообще молчал, он был просто слесарем таким чисто «Sir, yes, sir». А тут он хоть что-то болтает. Давай там сходим, посмотрим. Не, наверное, сейчас тут ничего не будет, надо за ними идти. По идее, еще даже геймплей не начался. Эй, Айзек, ты идешь? Я иду, подожди. Лучше бы нам поторопиться. Да подожди ты, я хоть посмотреться тут. Не, ну деталей, конечно, куча. Куча. Прям очень классно сделано. Хорошо, хоть вывеска не рухнула. По идее, тут не сильно должны диалогами душить. Будем посмотреть. Главное, чтобы не рухнуло. Да не рухнет она, что вы переживаете. Вот за вывеску они беспокоятся. Тут весь корабль накрылся медным тазом. Зал прилета. Ишимура. Айзек Кларк. Добро пожаловать на Ишимуру. X синхронизирован. Получите модули кинезиса и стазиса у главного инженера Джейкоба Темпла. Местонахождение. Ошибка. Сотрудник не найден. Не могу связаться с охраной, а я с главным инженером. Что случилось с их связью? Ну, то есть я должен был модули стазиса и кинезиса получить у какого-то инженера, но его просто нету. А свет дадут? О. Если я не ошибаюсь, оригинал игры был немного посветлее. Но тут, наверное, все-таки упор на тени, цветокоррекцию и так далее. Похоже, уходили в спешке. Не исключено. Где парни их безопасности? Где хоть кто-нибудь? Не вижу ни журналов, ни ведомостей, и лифт обесточен. Черт подери. О, в этих штуках сохраняться, кстати, можно. Но она почему-то не работает. Айзек, что-то... Ладно, я не успел почитать. Отказ от ответственности. Данная статья спонсировал СС. Мнение автора этой статьи может совпадать мнением... Ну, ладно, это все записочки. Ну, тут больше собирать-то нечего. Ладно, нам сюда. Что это? Опасности. Что там? Транзита, что? Сотрудники.
служащие. Не знаю, это какой-то пульт управления тут или что-то такое. Здесь что-то на полу. Что это? Айзек, я жду отчет. Так подождите, я только вошел, они уже отчета мне ждут. Боже, ну и вонь. Ну что там, Айзек? Все плохо. Проблема не только в связи или системе наведения. Половина Ишимура разваливается. Двигатели, обшивка, вагонетки. Что могло так распотрошить потрошитель? Тавтология его могла распотрошить. Парни, я подрубила нам немного энергии. Вентиляция жила, лифт на очереди. Обнаружена опасная аномалия, карантин. Очередная неисправность? Нет, все карантинные системы в порядке. Подождите, вы это слышите? Да, я слышу. Хэммонд. Сохраняйте спокойствие, Дэниел, занимайся лифтами. Мы здесь не одни. Так как красавец какой. Открывай двери. Нет, это не мне. Мне туда нельзя. Айзек, беги. Хорошо, я побежал. Так, куда бежать-то? Все закрыто. Я еще ничего не вижу. Три. Все, я спрятался в лифте. Ну, по классике он должен ворваться в этот лифт, да. Господи, сука. Размазала. Я весь в крови. Прошу, кто-нибудь, помогите. О боже, выпустите меня. Где же... Мне надо найти часть моей... Прошу, кто-нибудь, вся полоба в моих ошметках. Пустите. Кто это говорит вообще? Кто это болтал-то? Не пойму. Я пока вообще двигаться особо не могу, только бегать и ходить. Итак, это у нас первая пушка, да, наша? Ну, пистолет местный, короче говоря. На стенке написано «Отрезаем конечности». Так. Прицеливание, основной огонь, альтернативный огонь. Перезарядить. Так, ага. Вот, наверное, вот так, наверное, поудобнее будет. Ну, посмотрим. Я помню то, что врагам надо как бы конечности отрезать, и они всегда в разном положении находятся. Плазменная энергия. И денег немного дали. Ну, плазменная энергия, это эти, как вам. Опять деньги. Плазменная энергия, это и есть патроны для пистолета. Не, ну атмосферненько, чё. Визуально, конечно, очень хорошо игру проработали. Так, кто там, на помощь, помогите. Они в потолке, в вентиляции. Не могу взломать эту дверь. Вы должны мне помочь. Эй, дверь не поддается, на помощь. Я что-то не хочу эту дверь открывать. Ну, придется же. Бам. А я следующий, да? Так, ну давай, по ногам. По ногам. Спокойно, мужик. Вчера его изогнуло как. Ну, копнуть его. Во. Я помню, что патроны, ой, как его, трупы тоже надо этих монстров пинать, чтобы из них хоть что-то тоже выпало. Но не всегда бывает. Все-таки это ж survival horror. Тут много тебе патронов не дадут. Я что-то не пойму, это женщина или мужчина? Ну ладно.
Какие-то моменты вот вспоминаются, а какие-то прям в новинку. Там можно что-то взять. Готовый. Но это хоррор. Они будут пугать тут как следует. Кстати, считается одним из лучших хоррор-игр. Что это? Получено сообщение службы безопасности. Она не сдохла. Мы жахнули этой твари аккурат промеж глаз, но она не сдохла. Миту пришлось отстрелить ей ебучие руки и ноги. Бога ради, пришлите подмогу. Ну, еще раз напоминаю, то, что нужно отрезать монстрам конечности. Как они? Некроморфы, по-моему. А че это он шевелится? Ну что, угрохнуть? Да нет. Не будем тратить патроны. Ага. Вот, по идее, одна маленькая деталь, да, но это довольно-таки важно. Тебя спрашивают открыть, ты уверен? Ну, как бы... Я как бы не уверен. Ну, что делать, будем идти вперед. Первая часть, она мне нравится атмосферой. Вторая больше такая. Запомнилась... Вторая часть больше запомнилась, она как экшена больше. Она на шутер ближе к шутеру. А вот третья часть что-то совсем плоховатая была. Потому что они там что-то лепили, какой-то кооператив, там что-то онлайн. Тем самым растеряли вот прям запал хоррорный этот. О, люди там ходят. Айзек, слава богу, Айзек, ты выжил. Чудом, они повсюду. Кен, он погиб, я ничего не смог сделать. Что это, блядь, за твари такие? Некоторые из тех, что я видел, были одеты в форму Ишимуры. Это экипаж? Чё, как, черт возьми, такое возможно? Посмотри. Нужно добраться до мостика, на борту 1000 человек, кто-нибудь обязательно будет жив. Не получится, транспортная система повреждена, из-за карантина все отсеки блокированы. А оба техники, так же, как и мы, решили проблему, да? Сломанная вагонетка застряла в туннеле, парализовав всю систему. А еще сгорела инфопанель, так что если я не могу не снять блокировку, не вызвать вагонетку. Из-за карантина только Айзек. Я справлюсь, только убедись, что немотные системы подключены к питанию. И Айзек, да? Я уверен, что Николь в порядке, она же врач, верно? Она поступит разумно. Да-да, так же, как и всегда. Найдите безопасное место, я скоро вернусь. Ну, они куда-то уходят там. По идее, да, у них, по-моему, самое такое оптимальное решение — это посидеть и прятаться там, просто где-нибудь зашкериться. А Айзеку выгода жену спасти. Но нас сейчас будут по всему кораблю гонять туда-сюда. Будем его чинить. Мне интересно, что добавили в ремейке. Потому что там какие-то геймплейные тоже составляющие добавились. Вот хочется посмотреть, что это. Давай, наверное, сохранимся. Сейчас я тут все пособираю. Потом сейф. Ну, в принципе, все, что подсвечивается, можно собирать. Еще патроны. Деньги тоже важно. На них будем покупать апгрейд костюмов и патроны, и прокачку оружия. Так, куда идти? Вот я помню, что тут прикольная система навигации была. Просто жмакаешь на кнопку, чик, тебе показывает, куда идти. Потому что в этих катакомбах не всегда понятно вообще, куда топать. Коридоров много. А что если сюда пойти? Особо далеко, конечно, меня не пустят. Плохо видно. Тут можно что-то собрать. А, жесть какая. Там просто мясорубка какая-то была.
Подожди, а если чемоданы? Ну да, чемоданы мы не пинали. Только те, что экономьте боеприпасы, расчленяя конечности противника. Отрубайте конечности, чтобы быстро... Ну, понятно. Ноги отрубаешь, он тебе на руках ползет к тебе. А, я тут был только с другой стороны. Так, сдается мне, он сейчас как встанет. Падла. Я его успел пнуть. Как он резко подорвался ко мне. Я аж дернулся. Бля, он еще живой. Все, тебе точно хана. Удар ногой. Ну спасибо, я уже разобрался, что их надо пинать. Что? Вот, кстати, таких щитков не было с предохранителями. Включить, открыть. Не, пойдем-ка мы по сюжету. А то сейчас можно куда-нибудь утащиться. Или все-таки сходить. Ладно, попробуем что-то открыть. Ну, тут, по идее, по дороге только две. Ключи. Угу. Я понял, мне сюда рано. Я здесь обязательно буду, но мне сюда просто рано. Раз там есть сохранение и так далее, комнаты не тупиковые, значит, обязательно туда пойдем. О, вот это я момент помню. Надо будет заморозить стазисом эту дверь. Ишь ты, подишь ты. А он того самого? Он монстр или что? Да нет, вроде не похож. Пустой, как пробка. Так, давай тут смотримся до конца. Уголки. Ну, наверное, тут и с детьми кто-то жил, потому что все-таки планетарный вот этот вот потрошитель, корабль, они же там как горнодобывающая промышленная была. А здесь модуль. Жесть какая. Так, как замораживать? А управление что, не подскажет? Меня чуть не прессануло этой дверью. Повезло, что не задела. Она как бы сразу бы меня убила. Я помню то, что, блин, когда первый раз проходил эту игру, я сначала ничего не понял, что от меня хотят. Что такое стазис? Для чего он? Так. И этот момент я помню, что долго был. Ёлки-моталки. Я отсюда же пришел, правильно? Тут даже над звуком поработали так, чтобы у тебя жопка дергалась. Жесть какая. Вот о чем я говорил, то что ходов-то куча, а куда конкретно тебе надо, ты не знаешь. А по мере ремонта корабля, как бы, чем больше ты его чинишь. Чик, я помню, надо заряжать, да, вот этот полукруг на спине. Чем больше ты корабль чинишь, тем больше у тебя ходов появляется. Ванная комната. Ну, по идее, ванная комната должна тупиковой быть. А здесь текстуры, кстати, не перевели. Как-то они частично их. Хера, что у него с шеей? Это явный перелом. А света-то тю-тю, света-то нету.
Если я правильно понял, то она идет комната по кругу. Да. Может, пнуть их? То вдруг встанут. Ну, в принципе, он уже обглоданный весь. Встанет-то он вряд ли. Патроны пригодятся. Так, ну и все. Все. В ванной больше собирать нечего. По прямой еще будут какие-то ходы? Нет, все. Так. Ну все верно. Давай мы тут сохранимся тоже. Перепишем, что. Довольно-таки часто сохранения расположены пока что. Точно? Мне что, да? Ага. Вагонеток, отсек. А вот здесь текстуры переведены на русский язык. Сообщайте о каждом инциденте. Ну да, было бы кому тут сообщить. Айзек, не пытайся вставлять этим уёбкам в голову, это их даже не замедляет. Ну, я понял, единственный способ отстреливать им конечности — руки и ноги. Это их убивает? Или они просто перестают ползти? Они мне уже за 5 минут, наверное. Ну или за сколько? За 20 минут они мне уже 5-й раз об этом напоминают. Тихо, кто тут? Тут же по-любому кто-то есть. Ладно. Это что, узлы? По-моему, такие узлы нужны для прокачки костюма или оружия. Точно не помню. Захват. Ага. Это один. Если захват... Либо он только с этой стороны включается, либо с двух сторон. Этот на голову никто не собирается прыгнуть случайно. Кстати, а их же, если тут зарядка стазиса есть, их же можно замедлять, а потом их отстреливать. Правильно? В принципе, пока вроде я успеваю их убивать. Но так можно, по-моему, немножко сэкономить. Но это не точно. Сколько патронов дают? Нет, я считаю, это отличный ремейк. Очень сильно постарались над всем. Классно. Мне нравится. Открыть ставни для ремонта вагонетки. Ну, давай, да. Это единственное. Ремонтные системы включены. Система подгрузки перезапущена. Я, пожалуй, отойду отсюда. Автопогрузчик неисправен. Пожалуйста, обратитесь к специалисту. Так я и есть специалист. Так. Угу. Он двигает одну рукоятку. Короче, у нас эти ребята отлетают. Аудиожурнал. У нас эти ребята отлетают примерно с 4 патронов. Бенсон, инженерному. У вас под рукой нет стазис модуля. Нам срочно нужен один в отделе. Автопогрузчик сгорел. У меня тут на пути поврежденная вагонетка. Если вся система накроется, угадайте, кому они позвонят. Это темп, отправляю вам стазис модуль. Что случилось с автопогрузчиком? Да без понятия. В последнее время много всякого дерьма поломалось. А еще я все время что-то слышу внутри механизмов, где никого не может быть. Понимаешь, о чем я? Понимаю. То есть уже на тот момент записи, аудиозаписи вот этой, уже кто-то там копошился в вентиляциях. И интересно. Так. Захват прицеплен. Окей.
Присоедините захват вручную для начала ремонта. Кто где? Ну-ка, дружище, давай вот так вот. Он живой или нет, я не пойму. Что-то с ним... Твою мать! Нихера какой он. Он тихо подкрался, я его практически не слышал. Я его услышал только когда он уже прям... Да ёп. Прям когда он уже рядом был со мной. Это было больно. Да беги ты. Но если с него что-то выпало, значит и он уже все того, он уже готов. Это все? Что-то я сомневаюсь, то что это все. Активирован. Ну, давай пошли второй хоть дернем. Присоедините захват вручную. Да, хорошо, иду. Так. Первый захват погрузчика отсоединен. Так, давай тогда мы пополняем. Автопогрузчик снова, но мне поможет стазис модуль. Главное своевременно его использовать. Хорошо. И замораживаем его. Мне только сейчас дали инструкцию, как пользоваться стазисом. Ну так, а что не так-то? Блин, надо, наверное, сразу же, да? Придется еще раз заряжаться. Он так быстро отцепляется-то? Давай еще раз. Чик и сразу его. Правый захват погрузчика присоединен. Окей. Все? Замена поврежденной вагонетки. Пожалуйста, подождите. Сейчас на шум народ сбежится по-любому. Да, вон они поползли. Стоять. Ай, там сзади еще грызет меня уже. Ну падай. Так, на одного вроде уработал. Кредиты. А у этого есть что-нибудь? О, и аптечка. Опять идут. Быстрей. Bueno, сначала медленно идет, а потом начинает на тебя прям это. Просто бежать. У тебя получилось. Эта вагонетка блокировала всю систему. Кстати, все. Ты говорила, что инфопанель сгорела? В реестре сказано, что на ремонтной палубе есть запасная. Без нее мы не запустим вагонетки. Хорошо. Вагонетка заменена. А куда мне теперь? Угу. Возвращаемся назад, короче. Он поверху ползет. Я не буду стрелять по нему, пожалуй. Он куда-то ушел. Будем иметь в виду.
Он за мной где-то будет ходить, охотиться. Так, кто у нас по аптечкам? Да, возьмем так. Патронов у меня 35 штук. Хорошо. Все, я успел. Но гадалки не ходи, кто-то сейчас на обратном пути здесь вылезет. Вот только с какой стороны вопрос. Я понял. Он еще и плюется чем-то. Ну. Да в смысле я ему по ногам стреляю? Куда еще-то? Я понимаю, что в голову неэффективно, так и по ногам-то не особо. Сколько я на него патронов потратил? Штук 10, наверное. Ну, хоть 6 отбил. Это что такое? Допуск к сложной безопасности, уровень 1 запрошен. По-моему, у нас в оригинале все двери были либо открыты, либо закрыты. Ну, как бы, там не было каких-то определенных пропусков. Если я не ошибаюсь. Я тут был. Куда? Ага. Ну, вот так или иначе, я говорю то, что мы во все двери будем проходить. Лучше не лезть раньше времени. А, я тут был. Вот как раз, где я и предохранителями этими пользовался, короче. Мне туда и надо. Ведь так? Да? Я так понял, то, что один предохранитель не работает без другого, короче. Так много сохранений. Ну ладно, давай сохранимся еще просто. Меньше ходить надо будет. Да. Я уже думал только то, что вот я тут недавно захваты эти пихал. А это другая комната. Ну, они похожи, кстати. Поверху или по низу идти? Кто-то наверху и справа. Если я не ошибаюсь, тут их будет много. Я что-то как-то вот припоминаю это место. Там еще и сзади кто-то ползет. Я успел? Дави его. Да беги! Все, затоптал просто. Чуть сам не подох. Что говорят? Оп, аптечка. Это берем. Вот они бы лучше почаще давали стазис заряжать. Где он? Справа.
Вон он тащится. Надо же, в ногу попал. Лучше не торопиться, я думаю. Пусть они вылезают по одному, чем с паровозом драться. Я думаю, сзади кто-то, нет? Бля, ну когда они разбегаются, аж... Когда они разбегаются и начинают бежать, аж страшно становится, правда. Ощущение, что они где-то вот прям рядом, и их много. Что у нас тут? Хорошо, нет питания. Сейчас какую-то батарейку будем таскать, по-моему. Там кто-то бегает. Я слышу босые ноги. Вызвать лифт? Не, спасибо, пока не надо. Хотя подожди. Да, слушай, мне в лифт. Подожди, я еще не все обошел. Темень, конечно, еще тоже антуража создает. О. Я же говорю, что я не все обошел. Тут деньжата, тут аптечка. Все пригодится. Так, а это если бы я шел поверху, да? Да, и ты вот сюда возвращаешься. Я понял. Угу. Ряд какая-то возня вечно. Постоянно наверху. Над звуком они тоже капитально поработали, я скажу. Где лифт? Вон туда. Будем надеяться, что я все обошел. А куда ехать-то? Ага, мы едем вверх. Вверх или наверх? В такие моменты лучше не отвлекаться, потому что кто-то может выскочить прямо на тебя, когда ты поднимаешься. Ящик вижу слева, но погоди. Так это то же самое, только вот я тут ходил. Я просто поднялся на этаж выше. Они встанут. Ну не могут же они просто так лежать. Я их не убивал. Че, как выскочит, особенно тот, который вот вверху жопой лежит. Нет, смотри-ка. Да. Ну давай ты. Бля. Конечно, перезарядку с этим, как его путаю. Перезарядку путаю с аптечкой. Я их трачу просто так. Ладно. Угу. Если я правильно понял, надо вот этот, чтобы загорелся кабель. Сейчас, подожди. Это аудиожурнал.
Отдел аэрокосмической инженерии, ремонт челноков, второй день миссии, неисправность носового гироскопа, судно та-та-та, заменено, челнок функционирует. Третий день миссии, неисправность прицела 40, судно та-та-та. Все еще в ремонте. Четвертый день миссии, поврежденные десантные репульсоры, судно такое-то. Полная замена, челнок функционирует, поврежденный центральный, левый, носовые. Ну ладно. Я все равно это не запомню, где там что чинил-то. Да и в принципе какая разница, кто там где что чинил, все равно это уже не работает. Кстати, а куда мне? Ага. Найдите инфопанель. Так это щиток, а не инфопанель. Включил. Вот это плохо. Плохо, когда тут света нет. И не видно ни хрена. А куда идем-то? Подожди, ты, короче, должен решать, без чего тебе остаться. Да? Или какую комнату включить? Да, ты можешь, короче, без света, но зато открыть какую-то комнату. Либо у тебя будет свет, но что-то не работает. Падла, я его еле видел вообще. Я видел то, что там какая-то тень промелькнула. Вот уроды, а. Что там? Угу. Патронов дали за них. Хорошо. Не, ну слушай. Игра особо не душит этим, как его. Игра особо не душит нехваткой боеприпасов. Мне сдается то, что я там какую-то комнату открыл. И мне нужно... Хоть мне и показывает туда, но давай попробуем спуститься вниз. А, у тебя тогда лифт не работает. Да, как быть? Без света-то, по-моему, тут прожить можно, потому что у тебя хоть какой-то фонарик есть, но у тебя либо одно не работает, либо другое. Думал, уже кто-то крадется за мной. Так, ладно. В комнате обслуживания тогда мы не трогаем. Мы включаем лифт. Вот. И без света находимся. Вот теперь, кажется, я сделал все правильно. А что по заданию-то вообще? Инвентарь, карта. Инфопанель в отсеке транспортного контроля спалилась. Я должен найти замену, но что-то не так. Такие платы не сгорают случайно. Ну, некроморфы перекусили провод, да и все, что. Я думаю, то, что сейчас должен заработать лифт. И теперь мы можем спуститься вниз. Это я по трупам, да, ногами шоркаю? Вот когда у тебя отключают свет, и врагов ты слышишь только когда они уже близко к тебе, становится немного страшно. Очень внимательно тут. Я думал, что выпрыгнул все. Итак. Где-то тут. Они сейчас и отсюда полезут. Да-да-да. Вот только где его ловить? Так, он долбанул по мне.
Все? Еще кто-то есть. Только я его не вижу. Он где-то справа. Не понимаю, где он. А, вон он идет. Неплохо. А где он? Это тут? О. А какая же комната мне тут она попадалась, в которую можно было войти? Где-то она тут. Я туда пришел. По-моему... Не могу вспомнить, где комната была эта. Но вроде кто хотел, уже напал на меня. Вот где-то здесь вот эта комната была. По идее, тут должен быть проход. Да, вот она. Верстак для прокачки оружия. Инфопанель. Угу. Айзек, нам больше нельзя здесь оставаться. Мы все чаще слышим этих тварей. Подождите немного, инфопанель у меня. Уже возвращаюсь в отсек транспортного этого. Уходить надо. Да подождите вы. Я понял, что я задание-то выполнил. Мне сначала надо будет наверх подняться. Свет типа вернуть. Нужно, чтобы все сразу работало. И свет, и этот как... И свет, и лифты, и... Еще что-то. Так, небольшая ночь покера. Не болтай лишнего по X-связи на случай, если Бенсон прослушает. Вечером заглянешь на партейку в покер или Кейтлин все еще держит тебя в ежовых рукавицах. Ночью я приду, но можешь в этот раз не звать Пейви. Я знаю, что он до сих пор грызет себя за то, что произошло с Сороси и все это, и все такое. Но... Да ладно, в принципе. Какие-то два работника, короче, переписывают. Так, улучшайте оружие и X, используя верстак. Ну, X это костюм. Улучшите оружие. Улучшайте выбранное оружие или возможности X, воспользуясь силовыми узлами. Я таких два уже собрал в точках улучшения. Разблокировать новые улучшения, чтобы получить доступ к уникальным улучшениям и расширить схему модификации оружия. Принесите... В общем, сброс улучшений за деньги, узлы собирай. Я понял. Давай, наверное, одно в здоровье вложим. ДЛТ. А, длительность стазиса. Но это потом. Стазис, кинезис будем позже качать. С кислородом пока миссии нету. Давай, короче, здоровье одно. Вкладываем. И один в резак. Да, да, урон. Все. Я думаю, нормально. Это уже под конец пистолетом ты практически не пользуешься. Потому что у тебя там всякие винтовки, дробовики и так далее. Но поначалу придется пистолетом все-таки как-то обходиться. Где он? Где он орет? Вон он ползет, падла. Вот я помню, что еще кто-то. Да, прям не дает расслабиться абсолютно. Только выдыхаешь, да, типа все, враг побежден.
можно спокойно выдохнуть и идти дальше, но тут же выскакивает какая-то падла за спиной, и ты уже должен с ним биться. Главное тишина. А то любой шорох можно не услышать. Вот я помню, такие баллоны мы потом можем кидать. И они будут взрываться. Что-то такое припоминаю. Он подозрительно лежит. Я думаю, он встанет. Все, кто лежит кверху жопой, встают. Я же говорю. Все. Немного деньжат. А куда надо? А, ну все, да, возвращаемся назад просто. Сейчас мы установим эту инфопанель, но я бы, наверное, пробежался бы еще чуть-чуть. Так-то, в принципе, все, что надо, я тут собрал, но единственное, может быть, какие-то враги выскочат. Нет, хотя... Все уже, по-моему, кто хотел, напали. Сохраняемся. Да. Ну, кстати, они интересно придумали насчет того, что ты как бы отключаешь себе свет и, ну, думай, что тебе нужно. Остаться без света, либо нерабочий, или ты, допустим. Тут и так-то в игре света немного. Ну, патронов хоть пока нормально дают. Куда? Угу. Ну, какие они живучие, кстати, иногда. Иногда прям с 2 патронов можно убить, и иногда придется весь десяток выпустить. Главное не пропустить зарядку стазиса, чтобы это пригодится. Где же она была там? В каком-то коридорчике. Мне сюда, да, надо? Угу. Сюда, в эту штуку ставим. Отсюда я приходил. Тогда вот здесь где-то у нас будет зарядка стазиса. Блин, зарядки тут далековато. Ладно. Без него тогда. Где-то был коридор такой. Но я уже, наверное, его не найду. Или вот тут? Нет. Там в коридоре, прям рядом с дверью, помню, была зарядка. Ладно. Инфопанель переустановлена. Перезапуск системы завершен. Окей. А дальше-то что? Вызовите вагонетку. Ну это которую я менял. Техническое обслуживание завершено. Вызов вагонетки. Дело сделано. Вон они там ходят. Прибываем на причальную палубу. Отсек транспортного контроля. А это я им вызывал? А себе меня не хотите захватить? Да, я им только платочком могу помахать, они без меня уехали. Мы на борту, что-то упало на крышу, но карантин снят, так что теперь ты можешь добраться до ангара. Однако связь все еще не работает, в общем, будь начеку. Что дальше? Вы, Джонсон, приводите в порядок Келлиана, мы доберемся до мостика. Здесь умирают люди. Никто больше не умрет. Будем держаться протокола, справимся со всем этим. Поживем, увидим. А вернуться обратно на корабль, с которого мы пришли? Зачем?
Там же сказали 48 часов минимум, чтобы его починить. Да, открывай. Ага. Кто-то слева. Мне туда же? Угу. Он там вылупился, но только еще нет какого. Не дошел, наверное, до меня. Или нет? Угу. Так они там по лифту бегают. Вон они там в шахте, их же слышно. Я туда не хочу. Делайте, что хотите. Сколько я уже второй или третий раз на лифте еду? Ну, давайте. По идее, сейчас должен кто-то напасть. Пора бы уже. Какого-нибудь. Ну вот. Все-таки, не знаю, как-то... Я предпочитаю сначала и ноги отстрелить. Чтобы они помедленнее шли. Может, это не очень экономно, конечно. А он отсюда, да, вылетел? Я понял. Здесь на что? Палуба какая-то. А мне надо куда? Ага. Ну мы давай здесь сначала все посмотрим. Потому что я когда шел, вроде эта дверь была... А, нет. Я здесь просто пробегал. Меня кошмарили тут. Да, я пролетел и вообще этот проход не заметил. Ну, еще один узел. Да, тут и звук, и освещение. Просто замечательно все сделано. Прям хоррор. Ай-яй-яй. Отвали музыку. Музыка закончилась. Как-то надолго затихает музыка. Такое ощущение, что еще кто-то есть. Ну давай пробежимся по этому коридору. Да не. Они пытались меня окружить, но я им не дался. Да, вот отсюда мы начинали. Тут нас азиата утащили. И здесь вот еще падла какая-то выскочила. Теперь эта дверь работает. Зал прилета Ишимура. Азик, мы добрались до мостика. Здесь нет выживших. Дэниелс пытался взломать бортовой компьютер. Пытается взломать бортовой компьютер. Да пусть пытается, я же не против. Да, вот тут азиата треснули в это стекло и туда утащили. Сейчас сохранимся, наверное, да? Собрать-то больше нечего, все. Ну-ка, если по автомату дать. Ой. Он так мощно удар рукой делает, как будто сейчас, я не знаю, просто она у него оторвется. Сохраняемся. Я бы здесь каждый чемоданчик бы пошутил. По-любому у них что-то полезное должно быть.
точно не помню, но если я не ошибаюсь, мы вроде как уже без корабля остались. Да нет, вот он. Раздолбанный весь. Кто-то будет нападать? Но если вон там дверь открыта, мы наверняка еще и там походим. Слева кто-то орет. Эй, Азик, помоги ко мне. Ну да, с таким лобовым стеклом далеко, конечно, не улетишь. Крепко корабль-то помяли. Нет, тут ничего уже нет. Так, ну что, давай, да, помогаем там что-то. Сделала, что смогла, но на ядро сингулярности лучше взглянуть самому. А у нас Азик сингулярности что-то понимает. Хотя, в принципе, кто его знает, слесарь 26 века. Ну и чего? Что это на тебе? Это что, кровь? Хейли, слушай меня внимательно. Ишимура кишит какими-то странными монстрами. Ты ничего не слышала? Что? Нет связи, все еще нет? Нужно починить Келлиан как можно скорее. Отчет о повреждениях готов? Да, конечно, вот он. А двери вы не хотите закрыть? Надо было мне идти с вами. Ну да, трупов было бы больше. А вы двери, допустим, элементарно закрыть не хотите? Хотя так, о чем это? Тут все раздолбано. Так и что делать-то? Что это за дерьмо? О боже, ядро сингулярности. Перезагрузка ядра. Немедленно эвакуируйтесь на безопасное расстояние. В общем, все сломали. Монстры все сломали его. Ни хрена, а чё у нее за пушка такая? Это сверчок, как люди в черном. Ну и кто этой пухой долбанул? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. -1. А сзади точно никого нет? Ну да. Короче, у нас подруга куда-то улетела. Спокойно, спокойно. Ну да, без башки он, по-моему, приятнее себя чувствует даже. Да, мужик, стой. Ну-ка, давай пинать его. Все. Чуть-чуть подешевле он у меня обошелся вроде. Айзек, что у вас случилось? Джонстон погибла, Келлиан уничтожен, рвануло ядро сингулярности. Нет. Келлиан был нашим единственным путем домой. Нет, я не согласен признать, что два хороших человека погибли напрасно. Что с бортовым компьютером? Он бесполезен. Все основные системы заблокированы кодами капитана. Значит, найдем капитана Матиаса. Где его искать? Ладно, вот капитан Бенджамин Матиас. Местонахождение медицинский стек. Статус погиб. Погиб? Даже капитан? Господи. Айзек, ты ближе к медотсеку. Можешь вернуться и срезать? Что там? Найди тело капитана и возьми X с его кодами. Короче, нам нужно найти капитана. Капитана это Ишимуры. И у него в костюме какие-то коды есть. О боже, Хедман, бежи. Ну да, дерьмо. Перейдите на медицинскую палубу. А с чего они взяли то, что капитан именно там находится? А, они же его вычислили, где он находится. Точно.
Вот эти, по-моему, посерьезнее какие-то ребята. Которые ползают на скорпионов, такие похожи. О. Еще и с деньгами лежал тут. У меня весь костюмчик в крови. Да, что это я проверяю? Все равно тут пока дорога одна. Зачем было тут свет выключать? Экономит. Так, давай-ка мы сохранимся, чтобы, если что, вдруг я, если помру, то хотя бы не будем все это заново смотреть. Уже больно сцена длинная. Я вот не знаю, как тут автосохранение работает. Ну, типа, контрольные точки. Есть ли? Стой. Да, слушай, нам туда. Хотя, подожди, а вот это вот что такое? А, это тоже ванна. Да, им бы тут убраться не мешало. Дверь... А, эта дверь закрылась. Я уже думал, кто-то за моей жопой охотится. Серьезно? А, вот еще. 1200 кредитов. Вот это я удачно зашел, кстати. Ну и все вроде. Я тут больше ничего полезного не вижу. Куда мне? Угу. Это лифт? Нет, это не лифт. Или лифт? Да, лифт. Интересно, на какой раз на меня нападут, пока я в лифте еду? Ну, типа на третий, ну там вот там должна же быть какая-то последовательность. И если я не ошибаюсь, то разработчики что-то говорили по поводу процедурной генерации нападения врагов. Что-то такое. Так, давай сначала все обойдем, потом в магазин полезем. Ну, у этих-то вряд ли, да, что-то будет с собой. Приветствуем на борту. А, так и вот. По-моему, я сюда вагонетку не вызывал. Ну, почти. Куда идти? Ага, прямо туда. Подожди, давай заглянем в магазин. Покупка, продажа и хранение предметов. Продажа. У меня есть что-то продать. Добро пожаловать в магазин. Магазин — это единое место для покупки, продажи и хранения предметов для последующего использования. Магазин. Товары в магазине можно приобрести только за кредиты. Принесите схемы в магазин, чтобы получить доступ к новым товарам. Узлы менять на какие-то товары. Продайте предметы из инвентаря или поместите в хранилище. Хранилище, когда инвентарь заполнен, поместите предметы. Когда инвентарь заполнен, поместите предметы в хранилище, чтобы взять или продать их позже. Доступ к системе хранения можно получить через любой магазин. Доступен бонусный контент. Но так как это Deluxe Edition, то будут какие-то костюмы у меня. Проверьте свое хранилище, чтобы получить к нему доступ или оборудовать его. Бонусный костюм Фанатик. Неплохо. Сорви голова. Кровавый. Зараженный.
Одинокий выживший с какими-то оленями рогами. Так. Костюмы-то доступны. А, вот здесь можно, короче говоря, узлы покупать. Патроны и аптечки. Костюм 2-го уровня 10 тысяч стоит. Ну, не знаю. Давай что-то, может быть, продадим. Я могу это одеть? Да, слушай. А как тогда эти костюмы будут в прокачанном виде смотреться? Но изменился его только внешний вид. Классический X, рассчитанный на долгие годы верной службы. Ну, вид костюма меняется, но по факту как бы он по прочности все еще 1-го уровня. Сейчас, короче, этот костюм поставим. Борзый какой. Кровище весь. Ладно, пусть пока этот будет. Ну, потом будем просто... Магазин попадается, мы ставим какой-нибудь другой костюм. Так. За 2500 я могу это дело продать. Мы за Ну, да, 2500. 2 модуля. Ладно, я просто денег потом подсобираю и потом костюм прокачаю. Я думаю, ничего страшного. Все, пошли. Верстак. А, ну слушай, я же собирал одну. Один узел у меня есть. Это что? Это кислород, да? Радиус действия стазиса. Кстати, не густо-то по прокачке. Пока только 5 штук. Ладно, давай плазменный резак качаем. Емкость. Да, давай-ка емкость прокачаем. Потом надо будет в урон уходить. Ну, костюм с рогами забавный. Давай сохраняться. Так, значит, нам нужен медицинский отсек. Я уже приготовился долго ехать. Тихо. А, это вентиляторы работают. Слышу уже каждого звука. Кстати, а чё у меня по этим? 3 маленьких и 1 большая. Ну, густо. Хоть патронов нормально. Хотя, если на меня люто будут нападать враги, то этих патронов будет гораздо меньше. Вперед же? Да. Сюда. А, сюда какой-то нужен пропуск. Не знаю, я пока еще ни одного пропуска не находил. Это уже 2-я дверь. Вспомнить бы потом про них вообще. Угу. Перейдите на медицинскую палубу. А вот теперь мне дают, короче... А, это уже 1-я глава закончена. И интенсивная терапия. Получите костюм капитана.
Теперь, короче говоря, учить будут меня пользоваться этим. Тазит был, теперь кинезис. То есть толкать предмет. Как это попасть? Там что-то такое блестящее лежит. Ну-ка, подожди. А вот так. Вот что-то лежит за этим ящиком, но никак туда не пробраться. Так, прежде чем что-либо трогать, давай мы посмотрим, а то вдруг потом собрать не дадут. Скажут, убегай. А, ну и все, кстати. Эту штуку надо будет отодвинуть, чтобы туда попасть. Модуль кинезиса. Берем. А вот модуль кинезиса я не помню, где отмечается. А, прицеливание удерживать. Угу. Целишься, бах, отодвигаешь. Кинезис у нас бесконечный, по-моему. До стазиса как конечный. А чё? Ну-ка, подожди, а почему он больше не действует? Так. Может, еще дальше надо двинуть ее. О-о-о. Эту мы туда задвинем. Не очень пока привык к этому, к управлению стазисом. Или кинезис. Короче, пока не очень удобно. О, аптечка. Да, и продавать пока тоже ничего не будем, потому что, ну, насобираются деньги на прокачку костюма. Не упускайте их. Не упускайте их откуда. Они наверняка в каких-то пробирках сидят. Капсула. О, кажется, я знаю. Должна держать оборону. Они все ожили. И она умирает. Я в трейлере видел это. Ну, эту сцену. Что там, используйте приборные панели, чтобы разблокировать транспортную станцию и возобновить движение по Ишимуре. Подожди ты. Мне тут винтовочку наконец-то дали. Все, забирай. Вот так. Я вот не помню, это винтовка или дробовик. Чё? В инвентарь добавлено новое оружие, чтобы использовать устройство. Так. И его. Ну вот сюда пускай будет. О. Правда 50 патронов, но я помню, что при первом прохождении я как раз вот такую винтовку и качал. Самое такое. Наверное, так и будем тоже. Не дробовиком пользоваться, а вот именно винтовкой. Винтовка и пистолет. По возможности, конечно. Ага. Патроны не улезают. Посмотри-ка. У меня что, их настолько много, что ли? Что надо? Хранимся, короче. По-моему, как-то мне казалось, что поменьше патронов было в оригинале. Что-то прям как-то сыпят на пистолет патронами. Куда он мне показывает? Получите X капитана. Ага, туда надо идти. А, вот она почему умерла. Ей в грудь руку воткнули с этим. Вагонетки-то все равно нету.
Платформа разблокирована. Нет, слушай, можно. Можно, но мы пока не поедем никуда. Пошли за костюмом капитана. Я, оказывается, его еще не взял. Как там? А, прицел и вот так. Оп. Вот, когда у тебя, короче говоря, есть этот кинезис, ты можешь уже вот эти вот взрывные баллоны кидать в врагов. Так, кстати, немного экономнее получается. Хоть туда идут. Ну вот. Ну, что-то какой-то медицинский знак, по-моему, да? Айзек, Дэниелс не выходила на связь. На нас напали, она побежала в другую сторону. Нет, не выходила, медотсеки бойня. Они забаррикадировали вход в морг. В морг? Да, но баррикаду явно возводили в спешке. Баллон с гидрозином поможет взорвать ее. Только мне нужен детонатор. Николь, возможно, еще там. Айзек, тот, кто напал на нас, клянусь богом, это был Чен. Но я видел его мертвым. Ну, встал он, что? Если они перекрыли морг, вероятно, они хотели удержать что-то внутри. Уничтожьте баррикаду. Ну, подожди. Найдите резервуар гидрозином, найдите дефибриллятор. Угу. Есть магазин, по крайней мере. Сейчас костюм поменяем тогда. О, патроны для винтовки. В смысле нельзя? Так, у меня, по-моему, в костюм не влезает кто-то. Места, скорее всего, нету в инвентаре. Да, инвентарь полон. Придется продавать. Хотя зачем? Поместить в хранилище просто. И вот так вот еще. Слушай, пока, в принципе, кошмарят особо не сильно, то это давай мы это тоже в хранилище запихаем. С аптечками пока особо проблем нету. Проблема с местом пустым. Ага. Так. Значит, у меня вот этот стоял. Давай с этого начнем. Справа налево. Это тоже неплохой костюм. Кровавенький. Ну такое. Не знаю, что-то мне не особо нравится. Ладно. Пусть будет. Итак. Ага, топаем сюда. Ну давай мы здесь вот заглянем. Стоять. А как же? Я чуть не забыл тут патроны. Угу. Тут второй уровень безопасности какой-то. Первый я уже находил. Так, давай вот мы сюда зайдем. Исследовательское крыло. Не сюда.
кто-то стоит, головой бьется. Да, вот этого момента я вообще не помню. А он уже готов мутировать? Или что? И прокачал емкость, а мне всего на 1 патрон добавили. Такое. Кто-то еще в ухо шепчет. На всякий случай. Так вот он взял, топнул по человеку, а его просто на куски разобрало. Угу. Мне надо, скорее всего, вот сюда. Но только дверь закрыта. Да, нет. Ладно. Эту капсулу надо было вставить прям туда. Или нет? Скорее всего, она мне просто пройти мешала. Кстати, еще немного я на апгрейд костюма насобираю. Здесь на полочках, мне кажется, ничего нету. А вот с этой вентиляции кто-то по-любому да вырвется. Тихо. Вон он, естественно, уже идет. Еще. Никого больше? Это что у нас? Мне наверх, но для этого надо вот эту штуку, батарею вставить вот сюда. Подожди, но если тут открыто, давай сюда зайдем. К тому же тут страшно и ящики. Он мутирует. Бля, его убить не могу. Причем ты отвлекаешься, да, вроде на этого. На вот этого бедолагу отвлекаешься, тебе вообще вот там начинает убивать. Пока, наверное, я не буду пользоваться винтовкой, пока нормально не это как его. Но я ее прокачаю, пока нормально патронов не будет. Импульсная винтовка. Емкость сразу же, а не урон, да? Ну ладно. Винтовка топчик. Винтовку надо качать. Потому что, ну, тут дробовиком не совсем уместно пользоваться, потому что у этих врагов длинные клешни, длинные конечности, они тебя будут лупить, если ты будешь в них с ними близко находиться рядом. Все, поехали? Или что? Угу. И вот эта дверь, да, закрывает. Это лифт. Хотя подожди. Какие двери я открыл только что? Вот это была закрыта. Чтобы что? Тут даже собирать-то, по-моему, нечего.
Получена запись о пациенте. Ну, слава богу, что проблем с патронами нету на пистолет. Хотя, ну, они запросто могут их тебя лишить где-нибудь в 3 главе. Это пока 2, только начинается все. Так. У нас же в этой комнате ничего, других проходов не было? Не было. Всё, теперь лифт давай включаем. Вон он ползет. Я думал, он куда-то на потолок. Тихо, тихо, тихо. Я думал, он куда-то собирается удрать. А он все равно на меня нападает. Ай-яй. Подожди. Он висит и бьет меня. Ты задолбал уже. Я, наверное, не попадаю, потому что по нему... Нет, все, наконец-то я его замочил. Давай аптечку. Угу. То есть, вот эти ребята у нас не только по полу бегают, но еще и по стенкам и потолку. Жуть какая. Как мне туда попасть? Я понял. Когда там хрюкает, но я не могу понять, где он, почему не нападает. Так, сюда же я эту платформу не могу подогнать. Я хочу вон тут ящик собрать. Вон он. Ну-ка, дружок. Готов. Неплохо. Так. Мне в эту комнату? Да. Тогда сначала ящик соберем. Как раз аптечка. Слушай, а сколько у меня патронов для автомата? 100. Они у нас собираются, ну, хотя бы, потому что для пистолета влезает максимум в ячейку 25 патронов, но вот этих влезает больше гораздо. Если эту винтовку хорошенько прокачать, она будет норм. Куда идти? Вон туда, да? Это что, комната наблюдения? Комната наблюдения зачем? Я на апгрейд костюма уже денег насобирал, кстати. Журналы, записочки опять. Твою мать. Сердце Азика бьется, что ли? Кстати, давненько не было сохранений, если что. Ну, заодно проверим, как работает тут эта система. По-моему, в оригинале не было каких-то контрольных точек. А вот сохранение. Давай сейчас. Сейчас я подойду. 3 минуты перерыв. На паузу поставлю, а то мало ли кто-нибудь меня укусит.
Продолжаем. Так, куда идти? Угу. Там закрыто, я понял. Очень подозрительный коридор. А, еще одна комната со вторым этим уровнем. А что там? Нет у меня этого ключа. Их, наверное, потом выдадут. Мартини, привет. Какие-то текстуры они, короче, руфифицировали, а какие-то нет. О, плохо дело. Ворота заканчивается. Куда идти? Так, подожди, я не определился. Сейчас еще раз посмотрю примерно, куда проходить
Все, закрываем. Все, закрывайся. Во что играю? Dead Space ремейк. Да, там в феврале вышел. Так, отсюда. А, вот, все, я нашел проход. Давай-ка лучше бегом. Забираем что-то там бронзовое. Какие-то бронзовые штуки по-любому продавать можно. Все. Нормально, кислорода вполне нормально. Можно тут было даже и побегать. Вернулся, что ли? 70 секунд. Ну тут уже брать просто нечего. Помню, были там какие-то комнаты в оригинале, то что кислорода прям вообще у тебя впритык. Это что? Визуализационная диагностика. Ладно. Мы поедем на этой штуке, и они будут сыпаться, да, со всех сторон. Двигатели в условиях невесомости. Я понял. Точнее, вспомнил этот момент. Короче, сейчас нас тут будут в невесомости. Что случается? Так, вот я вижу там ящик. А я его могу притянуть к себе? Ну-ка, дружок, иди-ка сюда. О. И вот так разбиваем его. Да ладно, он его не убьет. Ничего страшного. Так, подберем. Здорово, Альф. Я скачал игру, я ее купил на сайте. За 150 рублей, по-моему. Используйте двигатели ботинок. Ну ясно, давай, взлет-посадка. Полетели. Таких моментов будет несколько в игре, то что надо будет полетать. Даже, по-моему, босс такой будет. Перемещаться, осмотреться, рывок, выравнивание, переориентировать. Ну ладно, давай на мягких лапках. Слушай, а как вариант, я же могу туда приземлиться прям. А надо мне вот в эту дверь. Да вроде тут больше брать-то нечего. Как-то получается вот так я должен полететь. Да? Вот в эту дверь. Сейчас меня должно развернуть. Я забыл управление, как разворачиваться. R1, по-моему. Да, вот. И таким образом я кручу, короче, комнату. Слушай, а если повнимательней посмотреть под этим углом? Слава богу, что никто не нападает, пока меня игра просто учит, как пользоваться всем этим хозяйством. Ладно, полетели. Чик. Все, не приземлился. Вот когда тебя по пространству вот этим вот крутят и вертят, очень легко запутаться, в какую дверь надо. Покидаем зону невесомости. Когда до магазина доберемся, надо будет костюм качнуть и поменять его. На какой-нибудь еще прикольней побегать. Вон там еще аптечка по-любому. Аптечка же. Нет, это деньги. В общем, деньги и аптечки у нас зеленым светятся. Все остальное, по идее, синим. Что это такое? Я думал, кто-то крадется по вентиляции. Не, ну в этом плане, конечно, отлично сделали игру со звуком, со светом. С
Калиста протокол не сравнится. Продолжаю удерживать позицию. Что у тебя? Ты нашел Николь? Пока никаких зацепок. Но я нашел немного гидрозина, который должен... Мне просто найти нужно дефибриллятор. Хорошо? Работай. Я-то работаю. Дефибриллятор есть. Кому ему надо? Подожди, или я его не нашел? Эту штуку мы еще продадим. Ценный бронзовый полупроводник. А будут ли серебряные? Сейчас в той комнате, где я только что летал, будут враги. Гадалки не ходи. Угу, вон он. А где он? Вон он ползет. Погоди, я хочу назад. А я вот назад хочу. Давай, он сейчас откуда-нибудь. Ай, тихо. Давай его заморозим лучше. Он живой еще. Все. Теперь ему точно хана. Кстати, как и мне почти. Я чуть не отъехал. Есть еще кто-нибудь? Повнимательнее. Они неприметные. Ну, не знаю, ладно. Почапали. Вот я могу прям тут встать? Приземлиться? Нет. Только от двери до двери ты летаешь. Вон еще ящик. Давай-ка к нему. Давай, оп. Все, поймал. Ну, надо еще бы повнимательнее посмотреть. Где-то тут по-любому будут еще что-то. Или нет, только два ящика. Ладно. Сюда? Угу. И нам обратно, да, нужно будет, получается, идти там, где кислород на время кончается. И там еще тоже враги будут. Вот что-то я такое припоминаю. Да, вот здесь. Кто-то сзади? Что за черт? Весь корабль тряхнуло. Я проверю. Ну, тряхнуло и тряхнуло, он тут весь сыпется так-то. А почему у меня до сих пор есть штука, что взлететь? По-моему, игра забыла то, что я... Ладно. А куда? Да, я забыл, куда идти. Подожди. А никак, что ли? Ага. Вот почему мне нужно было взлетать. Ну, точнее, оставили мне эту штуку. Куда быстрее? Я это успею по-любому взять. 30 секунд. Запас. Оп. Дальше полетели. Хотелось бы, конечно, ничего не пропустить, но походу... Походу все. Так, тихо, тихо, тихо. Главное, горизонт себе не завалить. Собрал. Да, в принципе, что, если тут запас кислорода есть, то можно тут спокойно полетать и все осмотреть. Да все, вроде все собрал.
Других ящиков я не вижу. Все, пошли отсюда. А мы еще дальше летим. Окей. О. Ах ты, падла. Валим. Где он? Бля, у меня от этих гадов мурашки походу. Быстрее. Все, валим, быстрее. Он там? Так, если он где-то там остался, значит он еще может же прийти за мной, правильно? Все, схема боеприпасов к импульсной винтовке. Это что, прокачка боеприпасов? Что-то я такого в оригинале не припомню. Бля, ну невесомости с этими уродами биться такое себе, которые по стенкам скачут. И по потолку. А лечиться больше нечего. Плохо. Надеюсь, мне не надо будет туда возвращаться еще раз. Что, где? О. Это же лечилка. О, какая аптечка. Хорошая. Так, ну в принципе можно рискнуть его убить чисто для того, чтобы получить ресурсы. Но не факт, что он еще там. Вот он. Ну-ка, давим его. Нормально. Все, я реабилитировался. Подумаешь, немного стазиса потратил. Кстати, о птичках надо же перезарядиться. Где он? О, он ползет. Быстрее дави. Дави его. О. Чуть было не было. Ладно, хотя бы так. Но я 2 больших аптечки собрал. Слушай, а на второго я что-то как-то вообще не был готов. Вот они уже начинают кошмарить, кстати, в плане том, что уже какой-то ближе к сурвайвалу начинается. У тебя все меньше и меньше патронов в каждой комнате. Это поначалу их достаточно. Да, когда дверь открываешь, лучше лишний раз прислушаться, постоять. Подожди. Я отсюда шел. Да, этот мужик бился головой. Я, получается, круг сделал. Угу. Ну что ж, все понятно. Давай, короче говоря, качаем костюм. По идее, у меня здоровье должно подняться из-за этого. Это во-первых. Ну, поменяю внешний вид. И можно... Схема добавлена. Теперь товар доступен для покупки. А, вот для чего эти штуки. Я понял. 1250 стоит.
Неплохо. Так, давай с хранилища вытащим маленькую аптечку. Переместить в инвентарь. А в инвентаре мы еще перемещаем вот это дело. Продать. Ну, подожди, костюм-то надо улучшить, да? Костюм второго уровня расширяет инвентарь до 18 слотов и добавляет 5% брони. Балдеж, качаем. 10 тысяч. Ну, наверное, последний уровень костюма будет 1050. А, ну мне вернули базовый костюм. Ну вот, а так внешний вид мы его сейчас поменяем. Так. Этот у меня был, этот был. Давай синий поставим. С ним побегаем. Ну, 18 слотов, по идее, мне должно уже плюс-минус хватать как бы на все про все. Это похож на костюм с третьей части, кстати. А здоровье мне так и не добавили. Вот уроды. Вот это давай переместить в хранилище. Ну, остальное так и оставляем. Просто, ну, по логике вещей он же должен сначала пользовать аптечки маленькие, а потом большие. Ну, а вдруг это не так? Давай, сохраняемся. Ну, такой себе, кстати, костюмчик. С рогами, по-моему, самый такой ржачный. Но это тоже выглядит неплохо. Вот, теперь мне сюда надо. Да, так или иначе, ты все равно во все двери попадешь. Добро пожаловать в клинику Ишимура. Ну, враги, кстати, стали сложнее, врагов стало больше. И у меня нет стазиса. А, вот он. Подожди. Чем мне сдается то, что кто-то на меня вот отсюда нападет? Что-то про жену никаких вестей давненько не было. Оп. По идее, у меня заряд стазиса должен быть больше. Не попал. Даём. 3 выстрела и уже полная пустая точнее. И проходим нормально. Проскочил. Я вспомнил, да, у тебя не прокачка костюма. Ну, прокачка костюма добавляет только брони, как бы чуть-чуть. Но по факту количество здоровья ты с помощью узлов только поднимаешь. Ну, вот то, что на позвоночнике у тебя. Что там? Нанесение ударов и метания. Хватайте незакрепленные предметы с помощью кинезиса и бросайте острые предметы в врагов, чтобы пронзить их. Это чтоб ты патронов меньше тратил.
Даже не знаю, с чего начать. Комната большая. Все, понеслась драка, да? Опасная аномалия, карантин. У врагов можно ими же конечностями стреляться. Бежимте, бежимте. Давай попробуем. Вот так вот. Отличная штука. Только немного неудобная, но ладно. Ай, тихо, я застрял. О, и практически ваншот. Практически. Ай! Я патронов в него кинул. Плохо, когда притягивать нечего. Балдеж. Кредит. Не, они еще не закончились. Тут еще кто-то есть. Кто-то еще будет по-любому. Не, в Крыму никогда не отдыхал. Ну, в принципе, если в этого урода нормально прицельно долбануть, то можно шотать. Так, их было 3, да? Я собрал кредиты. Патроны. Что-то еще. Я куда-то сюда вот пачку патронов выкинул. На панике начинаешь швыряться полезными предметами. Вот они туда когда-то по прямой улетели. Нету. Кстати, по поводу отдыха, у меня тут недавно друзья отдыхали в Абхазии. Говорят, тоже, в принципе, недорого, и им все понравилось. Советуют. Мне туда куда-то надо, а что там делать-то? Нет, сначала давай все обойдем. Всю комнату. Кто-то справа. По идее, я должен типа всех врагов убить, и у меня должны карантин снять. Ну, почему-то его никто не снимает. Найти дефибриллятор. Ну и где он? А, мне вниз надо, да? Угу. Я понял. Значит, там еще внизу кто-то. Да, вот они так и не закончились. А вот, кстати, и патроны, по-моему, потерянные. Падла какая. Но все равно меня задел. Успел. Ай, тихо. Вот их вообще не слышишь, как он к тебе ползет. Еще один. Да вы что, вы прикалываетесь? Он успел меня задеть, по-моему. Еще один ползет. Еще один ползет. Жесть какая. Бля, ну того точно надо как-то... А, тихо. Как-то надо его ног лишить. Он слишком быстро бегает. Ну дохни ты уже. Так, -1 хотя бы. На всякий. Контрольный.
Вот, и карантин сняли. Ладно, я вставлю эту аптечку, не буду пока юзать. Потому что это, по-моему, последняя аптечка, которая у меня есть. Да. Турция дешевле наверняка, чем в Крым. Сомневаюсь, кстати. Просто, ну... Сколько? Хотя вообще, я не знаю, может быть там, смотря на какую путевку наткнешься и все такое. Не знаю, точно не скажу. Но мне кажется, все-таки... Смотря просто, кстати, еще чем там заниматься в отпуске. Ну, типа на отдыхе. Потому что, знаешь, там как бы можно сидеть в номере просто и вообще никуда не выходить. Да, ты меньше денег за это потратишь. Кто-то любит, знаешь, там, допустим, прям все посмотреть. Эти, как его, все аттракционы, там, то, что есть. Познать, так сказать, глубин. Это уже как бы денег будешь платить. Экскурсии какие-нибудь, все ж платно. Ну, по-любому, всегда лучше брать денег с запасом, как бы. А вот только с каким, никто не знает. Так, ну я тут вроде все обошел. Теперь давай в комнаты заходить. А надо-то вообще по факту мне куда? Вот в эту комнату, да? Значит, вот сюда зайдем. Николь, это я. А где он жену-то увидел? Лично журнал Николь Бреннан. Благодаря лекарствам и 0 гравитационной терапии пациент Харрис чувствует себя лучше. Если так пойдет и дальше, у остальных на эгиде-7 может появиться надежда. Однако доктор Мерсер продолжает вмешиваться. Он утверждает, что бред Харрисона имеет религиозное значение. Если мне придется подать на него жалобу, я ее подам. Я не собираюсь терять пациента. Не в этот раз. Отслеживание сигнала X, Николь Бреннан. Местонахождение X неизвестно. Доступно ручное отслеживание X. Так я что-то не пойму, мы костюм капитана ищем? Или же костюм жены? Что-то они пудрят мозг, по-моему. Вроде все. Найти дефибриллятор все равно. Так, вот у нас еще одна дверь. Надо вот в эту лабораторию. Короче, сюда зайду. Активировать. Все вроде тут. Вроде все. А что это активирует-то? Голограмма. Именно творится Божья воля. Как ты можешь такое говорить? Все эти смерти в колонии, паранойя, галлюцинации. Ты же хотел научную экспертизу, причинно-следственную связь. Что ж, хорошо, все началось, когда они подняли обелиск. Что тебя так беспокоит? Обелиск божественен. Мы знаем наверняка.
Послушай, уже завтра он будет на борту. Ты можешь изучать его. Отбрось сомнения. Отбросить, люди умирают. Разве такую трансформацию обещало учение? Мы лицезреем новое начало, Торнс, во имя юнитологии, во имя человечества. Конечно, наша вера подвергается испытанию, но скоро все изменится. Это-то меня и беспокоит. Конец записи. Запечатать вход. То есть вот эти два гаврика, какие-то начальники или что-то такое, подняли обелиск. И из этого обелиска как бы весь замес-то и начался. Ну, не знаю. Не, ну слава богу, то, что у нас хотя бы разработчики миксуют подачу лора в записках. И в этих, как его, и в голограммах, и в аудиожурналах. Так, ну все комнаты обошел. Схемы. Стазис батареи. А, ну это улучшение ее. Тоже наша. Так, надо бы что, наверное, костюм качнуть. Двигаться к тому моменту, что схема улучшений обновлена. Вот. Плохо, что вот я, допустим, мне не нужен пока что этот кислород, но мне нужно вот сюда попасть. Ладно. Подожди, я же собирал узлы. Ну ладно. Мне что-то казалось, что у меня один есть в запасе. Хотя бы один. А сохранение тут не зря. Кстати. Не помню, сколько глав всего в игре. 7, что ли? Или 9. Как-то так. Но она, по-моему, что-то проходится за 12, что ли, часов. Стандартный костюм. Я так подхожу, короче говоря. В одном костюме побегаю. С рогами костюм забавный. Но они как бы все прикольные. На помощь, ради бога, помогите, помогите, прошу. Ирак. Я помню этих уродов. Мерзкие твари. Им прям надо сначала все три конечности эти отстрелить, а потом только как-то убивать его. Что это такое? Бабу мужика маринует. А малой что он дергается? Он типа живой, что ли? Вот эта курва, которая ускакала наверх, она вот этими пиками стреляется. А тут уже даже третий костюм. Ну, в смысле, третий уровень безопасности. Вот это вот я не знаю, я не помню такой штуки. Что за безопасность, когда ее дадут потом? О, тихо, тихо, тихо. Давай, раскрывайся. -1. 2 отстрелил. Подожди, бля. Вот так вот надо резак поставить. Угу. То есть ему не обязательно прям все отстреливать. Он, если хорошо попал, то я 2 хватает, да? Хотя, наверное, если резак качнуть, то у него и урон больше будет. Ну, это, конечно, блин, угарная штука, то что качал... Чё? Прокачал количество боеприпасов. А мне всего 1 патрон добавили. Плюсом. Наверх? Да. Ну, он сейчас на 2-й этаж потащит.
Малые там что-то плавают, ручками, ножками дергают. А взрослые почему-то все уже статично. Там дети плачут. Что они? Твою мать. Подожди, ну-ка. Дай в него. Вот так вот. Ай, тихо, второй, падла. Он меня прижал. Бля, ну вроде же ему в эти штуки стрелял. Он, короче, подох, но поехали за ним. Надо его пнуть по жопе. Вот. Денег забрать. Все, последняя аптечка, кстати. Все остальные у меня уже в этом гнилище сидят. Лежат. Но одного получилось нормально так грохнуть. Во второго не попал. Он как-то очень быстро до меня добрался. Тихо. Ну было бы прикольно, если бы ты только подходишь, чтобы ящик взять. Это какая-то курва на тебя сверху в вентиляции прыг на шее и все. Что там? Душевая санитаров. Разве душевая не должна быть как бы тупиковым помещением? Денег стали больше накидывать. Раньше по сотке давали, сейчас в основном по 400 лежит. О, вот и узел. Я тут был. Я тут был только за стеклом. Ну, в принципе, в оригинале тоже узлов было не очень-то много. Да ладно, Азик прикрывается. Так, двери либо щиток. Давай двери. Это тоже интересная штука, конечно. Дефибриллятор. Дэниелс не отвечает по X-связи. Что у тебя? Я нашел дефибриллятор, который можно использовать где-то там. Не переборщи с напряжением, я не готов терять еще людей. Ну, нашел дефибриллятор. А куда его? Иногда очень быстро субтитры бегут, не успеваешь. Что теперь? Заложите заряд взрывчатого вещества. Типа я должен заложить взрывчатку и потом грохнуть дефибриллятором. Он типа будет как детонатор. Я тут был. Угу. Тут мы по карантину бегали. Все, назад уже. Может чуть-чуть оббежать? Чуть-чуть вообще. Вдруг кто-нибудь решит на меня напасть. А мы у него рукой швырнем и заберем кредиты какие-нибудь. Да, не, никого не будет. Сейчас опять кислорода хватать не будет, они. Или нет? Оп, протиснулся. Ай-яй-яй. Вот они прям стенки меня прижали. Было бы лучше, конечно, если бы та падла, блин, в боку не выскочила. Ну тоже молодцы, в принципе. Ты рассчитываешь на то, что ты сейчас будешь вот этого врага убивать, а тебе херак просто справа пролетает. Кто бы ожидал. Есть чем полечиться. Да, слушай, еще 2 аптечки.
Подожди, а вот это что такое? Вот это. А, схема. Но все равно скоро в магазин идти. Сейчас мы запихнем. Интересно, а когда прокачку 3-го уровня костюма дадут? Вот, типа улучшенная стазис батареи. Наверное, на узлы я пока не буду тратить бабки. Мы пока просто подождем костюма 3-го уровня. А чё, у меня 2 патрона осталось? Балдеж. Скоро стрелять будет нечем. Так, это вот у меня вот этот костюм стоит. Вот этот я еще не одевал. Надевал, одевал. Да, кишочков многовато. Весь в костях какой-то. Можем посмотреть его со всех сторон. Я на свет выйду. Как он выглядит-то хоть. Ну, такое. Как бы деталей куча, но он же типа не зараженный. А, ладно, пока с этим походим просто. Все, пошли. Ну вот для чего, да? Гидрозиновая бомба. И с дефибриллятором мы его соединили, чтобы проход себе сделать. Разряд. Ты отбежать ты не хочешь, дружок? Я, пожалуй, сохраню. Укрытие. А что для них? Вот тут укрытие. Я вроде на довольно-таки безопасном был расстоянии. Ну, за стеклом надежнее, конечно. Подожди, что-то выпало. Я думаю, если повнимательнее присмотреться, тут еще где-то могут быть патроны. С учетом того, что я однажды тут аптечку нашел на трубе. Я, в принципе, патроны закончатся, можно как-то там, я не знаю, блин, найти. Конечностями кидаться в них. Да, у меня еще и на на винтовку, кстати, полно боеприпасов. Помни, добравшись до морга, отыщи тело капитана Матиаса, но запери его коды X, и мы в системе. Что написано? Нахуй этот корабль. А мне сюда? Угу. А как вот? А, только с той комнаты я вон туда попаду. Хорошо, понял. Тут что? Спасите меня, спасите нас. Здесь. А что здесь? А, обелиск. Улучшение плазменного языка. О, еще один узел, кстати. Бля. Первый уровень безопасности. А где его взять-то?
Как этот уровень безопасности-то себе один хотя бы открыть? Ничего, тут никого нет? Я сомневаюсь. Сейчас полезу со всех щелей. Кстати, мне все равно к моргу. Но, возможно, таким образом мы сейчас как раз и получим этот первый доступ к безопасности. Мне ж к моргу надо, правильно? Нет. Так, вон там дверь. Почему никто не нападает? Жена помощи просит. Взгляните на его раны. Мы не можем справиться с таким количеством травм, и командование умалчивает. У него судороги. Черт, может, у меня осталось немного фенобарбитала. Так он мутирует. Могли бы и показать. Следуйте за голограммой. Подожди. Успеем мы за голограммой проследовать. Сначала надо все обойти. Наверное, мне кажется, он мутировал и вот сюда пробежал. Сколько тут всяких деталей. Вот типа здесь вставить, чтобы что-то открылось. Тут еще можно открыть как-то. Кстати, первый уровень. Патроны только заканчиваться начали. Они сразу же тебе и напихали несколько упаковок. Так, значит, за женой, да, говорите? Энергетические ячейки. Чтобы извлечь аккумулятор, убедитесь, что питание автоматического выключателя не используется. Так, она там что-то понажимала. Помощь вызвала. Командование умалчивает происходящее. Это же весь. Она ушла в никуда, в стену она ушла. Но мне туда надо, нет питания. Так, ну значит мы тогда как поступаем? Мы сейчас вот это отключаем. Душ, свет. Все, света нету, сейчас эти уроды полезут. О. Кстати, когда света поменьше, ты хотя бы это как его... Когда света поменьше, ты видишь, как у тебя подсвечиваются предметы, которые можно собирать. Вот только непонятно, ну свет я выключил, и что? Что мне это дало-то? Странная такая система, она у тебя выключает свет, но включает душ. А как вот батарейку-то отсюда? Где она точнее? Батарейка, наверное, там. То есть они еще, получается, мылись без света все это время.
Но я вот нигде батареи вообще не вижу больше. Так было изначально. Но сама-то батарея где? Энергетические ячейки. Чтобы извлечь аккумулятор, убедитесь, что питание автоматического выключателя не используется. Надо все погасить. Тогда она вылезает. Такие дела. Тихо. Угу. Ну. Эй, стой. Где они? Да чего они мерзкие уроды эти? Так, одного выщелкнул. Ай-яй. Там еще появились. Еще же есть кто-то. Не вижу. Вот он идет. Пригвоздил. Хорош. Я пока его топтаю. Давайте посмотрим, как у нас работает ли вообще. Контрольные точки. Я даже не помню, откуда я сохранялся. Как давно. Перед взрывом, по-моему, сохранялся. Ну, почти. Первый раз, кстати, за игру подох. Деревня. А я жду 4-ю часть. Мне деревня не понравилась. Какая-то она... Ну, это уже не Resident Evil. Это что угодно, но это уже не та игра. Я даже дополнение не стал проходить. Как там, ну, про дочку Роллс, по-моему. Бля, вот вытащить бы эту батарею и включить бы свет. Было бы практически идеально. Так, где-то тут я еще патроны подбирал. Самый, по-моему, этот как у Resident Evil вообще по сути закончился на 3-й части. Все остальное там уже какие-то эти Las Plagas там и так далее. Это уже ближе к боевикам стали. Каких привидений, в смысле? Там в Resident Evil никаких призраков не было. Даже намеков на это нет. Так, вот где-то тут были патроны. Ладно. Точно. Вот так я эти патроны получил. Теперь давай выдергиваем
вторую штуку. И пошел замес. Блин, я бы, конечно, встал на какую-нибудь более освещенную территорию. Чип. Ну-ка давай, вылезай по одному. Так, один готов. Где еще? Вон он ползет. Маленькие стучата. Подох? Нет, не подох. Он еще живой, тихо. Айзик, давай. Патроны кончились. Вашу мамашу. А! Бля, он рядом. И этот тоже. Быстрей. Есть чем полечиться-то, бля. Аптечки какие пососные. Ни хера не вижу. Он еще живой. Все, вроде отбрехался. Я пока карту не сдавал, но вот подумал, пускай там сами решают, что делать с браком. Они ничего делать тебе не будут, они тебе вернут просто, ну как бы знаешь, ты ее сдашь, они у тебя в руках ее там, ну, привезут куда надо. Какого-нибудь этот, как его, в руках покрутят, все работает, отдавайте обратно, вот и все, это так будет. Так, надо малых искать. Где-то что-то выпадало с них. Так если она рабочая, они могут не поменять ничего. Они скажут, что это типа в пределах нормы. Или еще что-нибудь. Запросто. Не, может быть, конечно, все иначе будет. Я не отрицаю. Но, если что, особо тоже не рассчитывай. Знаю, как там ремонт у них работает. Так что, не факт, что они вообще хоть что-то сделают. Нет, если бы брак заметил, я бы сдал карту. Но тут дело в том, что насколько этот брак является браком. Может, они правда ничего не будут чинить, а может быть будут. Не знаю. Короче, тут 50 на 50. Сейчас он там из дырки эта падла вылезет. Я помню ее. А здоровья-то не очень много. Вот это что? Улучшение плазменного резака. Кстати, патронов-то на это 375 штук. Вполне себе. Живем, короче, я тут насобирал делов. Вот поэтому надо и качать винтовку. С нее много патронов валится. Наверное. Не знаю, я первый раз эту игру вообще с винтовкой проходил. Так. Найдите тело капитана. Когда-нибудь же он должен вылезти оттуда, да? Но это не точно. Нет, не слышал я такой песни. Попса, наверное, какая-нибудь.
Сейчас этой дырки никто не вылезает на меня. Была же такая сцена, я помню то, что тебя за ногу хватает, и ты должен стрелять по желтым штукам и щупальца это отстреливать. Малой, главное, пропал, зато этот здоровый вылетел. А где малой тогда? Куда-то же он делся, правильно? Или он просто мимо пробежал, я ему не интересен. Хотя по логике вещей они должны типа на всех нападать. И, конечно, хожу, вот смотрю как бы только на уровне пола и своего пояса, но по идее разрабы могли запросто же здесь заныкать еще повыше. Всякий лут. По-хорошему бы, конечно, каждую комнату очень тщательно осматривать. Тогда проблем не будет ни с лечилками, ни с патронами. Блин, это да, столько времени займет. Почти последняя миссия. Сколько глав в игре? Я вот читал то, что она где-то что-то там 12 часов она проходится. Ну, типа такая же по длительности, как оригинальная. Ну, в принципе, ты сейчас такое часто в любой практически игре. 12 глав, да? А, ну 12 часов, 12 глав, понятно. В любой игре ты так или иначе занимаешься одним и тем же. Получено сообщение службы безопасности. Вы бросили меня. Я проснулась в темноте от того, что они царапали стены, скреблись как крысы, а вы заперли меня с ними. Все вы. Ублюдки, я вырежу их всех, я вырежу их, вырежу. В этом плане, кстати, по поводу изменения геймплея, в принципе, то, что ты как бы якобы занимаешься не одним и тем же, Nintendo любит, короче, этим заниматься. Они меняют тебе геймплей прямо на ходу. Миксуют всякие игровые механики. Мне вот этот Atomic Heart этот не зашел. Сюжет, в принципе, банальный. Как бы, ну не знаю. Причем игру так получается, знаешь, такое ощущение, что делали вот хорошо первые часа 2, а потом уже лепили как попало просто. Открытый мир этот ни о чем. Ай-яй-яй. И там еще один. Плохо дело. А по идее в атомном сердце. Ты же занимаешься тоже одним и тем же. Ходишь и стреляешь. Все, хана, патроны кончились. Чонок все не хотел подыхать. Dead Space первая часть мне нравится тем, что ты то одни головоломки решаешь, что тебе надо где-нибудь со сменой гравитации полетать, что-нибудь поделать. Тоже, в принципе, довольно-таки разнообразные механики. Но это только касается первой части. Вторая часть больше экшена, больше шутерной составляющей. Ну а третья, по-моему, вообще никому не зашла. На нее все плевались. Так, я там все собрал, точно? Нормально. Итак, у меня 6 патронов всего. 2 аптечки. Давай, короче говоря, мы заюзаем аптечку. Конечно же, он, сука, потратил самую большую, да? Вот урод. Я поэтому и выкладывал большие аптечки. Хотя, по логике вещей, он должен был использовать маленькие сначала, а потом большие. Отстой. Не экономно.
Мне в реанимацию надо. Патроны, что ли? А хер там они за стеклом. Ну, как бы это даже может не патрон. Первая часть еще Dead Space, как бы хоррор, составляющий много. Не знаю, мне нравится хоррор. Я в шутеры очень мало играл, к примеру. Гораздо меньше, чем хоррор. Самое, наверное, меньшее, какие игры я играл, это... Какого? Стратегии. Не знаю, как-то особо не мой жанр. Но иногда прикольно повозиться. People are dying down there. I know it's linked to the marker somehow, but I just don't have enough data. Maybe I was wrong. Это голограмма или нет? We need answers by any means possible. That patient, Brent Harris? Что она делает? Тетя, ты не это... Жесть. Она сама выпилилась. Когда она себе глотку резала вазика, слышно прям как сердце начало колотиться сильнее. Хоть бы какие-то комментарии отпускал, что ли, по этому поводу. Бля, она малой валяется. Жесть. Самое натуральное. Кто шепчет? А, это, наверное, обелиск там все нашептывает. Подозрительно тут тихо. Ну да, что и требовалось доказать. Ну давай, беги. Я не вижу ни хера. Нет питания. Подожди. Эти случата где-то мелкие, по-любому они на потолке. Вон он лежит. Иди сюда. Давай, открывай. Бля, притягивать даже нечего. Ай, тихо. Все. Откис. О, вот и батарея, кстати. Ща, подожди. Вдруг он там не один. Ок. А почему он сразу не притянул, блин? Видимо, я далеко стоял. Сколько патронов еще? Последних 5. Но, кстати, на винтовку. Сколько? 400 патронов. Я сейчас жду, когда на меня в лифте нападут. Должны же когда-то они это сделать. Пока нападали только возле лифта. Угу. Сейчас опять без кислорода окажемся. А чё кислород-то не это? Почему он есть? Тихо. Я думаю, в каком-то из шкафов все равно кто-то должен сидеть. Морг и пустой, сомневаюсь.
Везде даже... Ну да, это морг. И чё, можно лампочкой в кого-то запустить? Такое себе, конечно, решение, но... Патронов-то тоже тут особо пока уже не жалуют. Ой, ладно. Призы. О, вот и капитан. Это он на голограмме был. Правильно, выдираем у него позвоночник. О! Да, какие они мерзкие. Гадость. Вот так вот монстрами и становятся. Кстати, это одна из отсылок на фильм «Нечто» Карпентера. Бам. Он еще живой. Все, патронов нет. Эй, быстрее. Еще притянуть-то в него. Все, отбрехался. Там он еще один. Надо в эту хрень летающую замочить. Она же их поднимает всех. Блять, ни хрена в него патронов влезает. Конечно, я еще пиздец, он живой до сих пор. Ну и перед моргом сохранился, слава богу. Чё, сложность набирает обороты, да? Ну, чтобы вот они, по идее, все не встали, это надо мочить летающую сволочь. И никак иначе. Плохо, что она улетает туда, и я ее не вижу практически. Еще как вариант, можно ее заморозить. Ладно, будем отбиваться всем, что есть. И, пожалуй, вот в таком эквиваленте 315 патронов. Бесконтактная мина. И это интересно. Что-то я не припомню таких. Где она? Короче говоря, получается... Обойма для винтовки может стать как взрывчатка. Только это стоит 25 патронов. Дороговато. Лучше не пользоваться. И вообще, наверное, надо с этой комнаты свалить. Всех перестрелять, потом там обшаривать все. Закрытое помещение, тяжеловато. Чувак, грызи меня, я свой. Да, он прям перед выходом стоит. Ну давай, духни.
Кирдык, ну правда у него патронов влезает просто 10 тысяч килограммов. О, походу я эту летучую сволочь. Ай, тихо, тихо. Быстрей. Так, ну вроде получилось. Нет, она все равно идет за мной. Надо урон качать у винтовки. А то так патронов на них не напасешься. Да ладно, я что, сейчас сотню патронов слил? Что за жесть? Икс капитана поднял. Азик, докладывай, Икс капитана у тебя. Ебануться можно, сейчас передам коды. Согласен с ним. Я видел это, Хедмонд. Какая-то летающая дрянь превратила тело капитана в одного из этих монстров. Должно быть, то же случилось с Ченом. Боже, может в бортовом компьютере есть что-то об этом. Где Дэниелс, когда она так нужна? Возвращайся на КПП, здесь безопаснее. Теперь я хотя чего? Короче, мне назад надо. Оп. Текущий доступ безопасности 1. А только вспомни бы, где я был и где их искать еще. Хотя... Ну, не пойдешь же из-за одной пачки патронов просто заново все шерстить. Мне туда? Угу. Вот здесь, в принципе-то, можно пробежаться рядом, где... Тут лифт. Не пойду. Далеко. Будем надеяться, что все-таки так или иначе я буду где-нибудь в этих районах туда-сюда ходить. Айзек, слушаю тебя. Что, черт возьми, происходит? Компьютер показывает, что двигатели Шимура отключены. Мы вышли на затухающую орбиту Эгиды-7. О боже, я должен попасть в инженерный отсек. Нет времени, их транспортная платформа отключена, если только вот... Возвращайся на причальную палубу, я проведу тебя оттуда, если этот отчет о повреждениях верен. Там должен быть короткий путь к инженерному отсеку. А я понял, где я нахожусь. Какая-то дверь жуткая закрылась. Но мне туда. Это определенно так, но вот, к примеру, есть уже эти, как вам... Есть уже 2 ящика, которые можно открыть. А тут уровень 2, а тут... О. Отлично. 1200 кредитов. Не знаю, вряд ли, мне кажется, мне разрешат идти еще раз этим же путем. Но было бы неплохо. Хотелось бы все собрать просто. Но мне кажется, судя по всему, прям жутко без патронов я не останусь. Так, у нас вот тут было что-то, вот. 2-й уровень. А мне надо куда? Вообще назад. Так, сохранимся позже. Давай костюм тогда поменяем. Плохо, что на пистолет мало патронов. Денег хватает уже.
на прокачку, если что. Давай вот это мы уберем. Когда их много в хранилище наберется, можно будет их продать по схожей цене. Я чё, рогатым не бегал. Ну, это такой себе костюм. Так, чисто поглазить, полюбоваться, да, можно его менять. Оригинальный как-то привычный. Типа реализм. Изолента. Ну, прям типичный электрик. Ну, рога, конечно, тут, да, это забавно. Так, это верстак нужен, да? Ну и все, в принципе. Давай, сохраняемся и пошли. Сюда же? Ага. Я бы на месте разработчиков на старых этих, ну, пути, которые ты уже проходил, что мешает им просто взять и новых врагов поставить. По-моему, вот здесь у меня пачка патронов, вот, не улезала, я ее помню. Снова сохранение, это не нужно. Куда надо? Ага. Давай-ка мы вот сюда заглянем. Что тут за помещение такое? Угу. По-моему, не было никаких. Не было. Ну, блин, я теперь целенаправленно ищу у первого уровня замки. Куда мне? Куда? Серьезно? Я еще и пошел правильно. Подожди, он же показывал то, что мне на вагонетку надо. Вагонетка, наверное, это все-таки быстрое перемещение. Но если им пользоваться, тогда останешься без части полезных предметов. Вот типа таких. Тихо, я же его не вижу, отвали. Блин, догнать бы его. Успею? Ну, отстань. Он не успел его превратить, кстати. Да, какие они мерзкие, а. Оп, и патроны еще халявные. Так, ну нам дальше вот сюда. Угу. Давай все-таки посмотрим, что там за комната-то такая. Аптечку я там видел, забрал. Слушай, да куча полезных предметов можно взять. Стревел, короче, тут походу дело хорошее, но не полезное. Будешь тогда без ресурсов сидеть. Ну, в принципе, все это быстро проходится. В плане том, что врагов, если нет, то что, тебя никто не трогает. Ты ходишь просто. Вспоминаешь, какие ящики пропустил. К примеру, верстак.
Угу. Ну давай качнем в воздух. Энергия стазиса. Да? И здоровье. Вот. И винтовку. Урон. Отлично. Потом еще раз емкость. И потом этот. Это что? Перезарядка. Ну такое. Потом, короче, еще раз емкость качнем и еще раз урон. Не знаю, где столько узлов-то набрать. Так, это все полезно. Оп. И на позвоночнике ячеек побольше стало. Я все-таки думаю, что не зря длинным путем пошел. Что у меня на жопе-то там? Череп какой-то. Ага. И таким макаром бы я сюда приехал. Через эту вагонетку, да? Что ж. Тут ничего не лежит. Я просто не хочу обратно уехать. Да нет, вроде ничего нет. Иван, подожди, проверим, есть тут что-нибудь. Пусто. Что-то я не посмотрел. А вдруг мне не на лифт? Я тут был? Да, был. Но тут же могут быть ящики, которые я пропустил. Тихо. Там кто-то, по-моему... Ребят, ну вы подвиньтесь. Быстрее, ну чё он не дохнет-то? Падла. Короче, зашел на свою голову. Ну и что же мне за это дали? 100 кредитов. Еще немножко патронов. Печально. Вот я о чем и говорил, то что если ты возвращаешься на старые места, идешь по старым местам, то враги все равно вылетают. По-моему, тут рандом. Кто-то сзади? Или кому-то руку прищемил? Ладно, пошли. Зал прилета. Запись системы безопасности извлечена. Ну, что за подлесоны? Ага, вот этого нашего товарища убило. И чё? Зачем мне этого оказали? Стой, по-моему, где-то тут первого уровня что-то было.
Не, ладно, я никуда не пойду уже. То можно нарваться на неприятности. А я, кстати, в этой части, по-моему, вообще не мог. Вот игра потрясает. Что это еще? Ну да, я тут этих уродов отстреливал. А в какой ангар тогда мне надо? Азик, судя по отсчету, сразу за дверьми ангара есть сломанный грузовой лифт. Я их сейчас открою. Входим в зону невесомости. Отлично. Чтобы добраться до него, тебе понадобится двигатели твоего костюма, зато шахта лифта... Чего? Подожди, мы пока никуда взлетать не будем. Доберитесь до инженерной палубы. Сейчас доберемся. Тут наверняка что-то есть еще полезное. Надеюсь, я не помру от этого. Вот, что это такое? Бля, это можно, кстати, поднять было, наверное. Давай, лети, лети. Стой. А вообще мне куда? Подожди, давай приземлимся. Вообще мне по прямой, да? Вот там вот есть сундучок. Мне до него не дотянуться. По идее бы мне еще лишний раз все не обобрать. В том плане то, что я же могу все вытащить с уровня, а потом эта штука, когда здесь какой-нибудь замес будет, она же пригодится мне. Плохо, что в полете ты собирать ничего не можешь. Ну, в смысле, драться руками. Так, давай тут мы побегаем. Два ящика. А где он еще? Еще один. Вон там он. Притянет его. Да, нормально. А что с него выпало? Он явно не был пустым. Где то, что с этого ящика-то упало? Блин, надо было его на этом разбивать. На земле. С него что-то выпало и все, и хана. Ладно, приземляемся. Вот это что такое? О, можно взять. Ага, батарея. Она пригодится, но попозже, я думаю. Что-то не пойму, какая-то возня прям вот. Они как будто где-то рядом, но не нападают. Ну не зря меня патронами заряжают. Прям вообще не зря.
Ну-ка, иди-ка сюда, дружок. О, надо было все-таки ногой, наверное, лупить. Она хотя бы в сторону не отлетает. Тут же все-таки гравитация отсутствует. Ну, давай как-то повыше. Угу. Повнимательнее бы посмотреть еще вот с той стороны. Вот гадалки не ходи, там есть чем поживиться. Куда? Ну вот там дальше. Да-да-да. Слушай, там еще проход какой-то. Ну, вот сразу же 2 ящика тебе сходу просто. Давай вот так. Иди ты. Ну, 100 кредитов уже такое себе. Я уже как-то привык по 400 собирать. А музыка, кстати, чем-то похожа прям вот на по атмосфере из Чужого, вот что-то такое прям. Space Horror, короче. Сейчас бы пошел вперед, сколько можно было бы добра пропустить. Тут еще собирать и собирать, наверное. О, пожалуйста. Тут тебе и деньги, и патроны. Угу. Все, теперь можно взлетать, туда и перебираться. И протиснулся. Я протиснулся. Наверху-то вряд ли что есть. Земля в иллюминаторе. Мне кажется, что где-то еще внутри корабля что-то можно поискать. Тихо. Полная дезориентация вообще может наступить. Когда пол это потолок и так далее. Блин, ну вроде все осмотрел. А куда же тогда батареи тут запихивать? Ладно, полетели. Куда-то мне просто вперед, по-моему, надо было. Давай вот мы сюда встанем. Ну, вот где-то тут. И пока просто вперед. Для чего? Вот эта батарея. Там есть какие-то пульты управления. Ладно, может быть, мы тут будем и не раз еще. А я уже, наверное, все вытащил, да, отсюда. Вот я о чем говорю, то что потом в сложных моментах тебе этих ресурсов может не быть. Вот наверх. Так. Входим в вакуумную зону. Зашибись, у меня 70 секунд. А куда лететь-то? Тут туда. Блин, я там ящик видел. Точно сюда? Ладно, пополнение кислорода. Ай-яй-яй-яй.
Двое. Ну эти-то сучата точно никогда не промахнутся. Ну, все, вроде подох. Это берем. Угу. Для винтовки. Тут шипение какое-то, такое ощущение, что где-то еще кто-то есть. Куда, вниз? Да, слушай. Не застревал бы еще нигде. Так, вот это сюда. Оп, и берем. А теперь-то куда? Кислородный баллон. То есть им можно будет по-резкому воспользоваться. Если что. Я вообще ничего не понял, куда лететь-то? 28 секунд. Давай, Айзик, все получится. О. Да давай, закрывай ты дверь. Вот, чуть не задохнулся. Не, ну если бы у меня секунд 10 бы осталось, я бы обязательно, конечно, заюзал баллон. Угу. Допуск подтвержден. Хранилище трюма. Там, наверное, что-то очень вкусное должно быть. Я своей тени испугался. Это возня рядом по канализационным. Или это вентиляторы скребут, не пойму. Будем надеяться, что вентилятор. Так, вообще, что у нас по ресурсам есть? У нас, короче, 2 маленьких, 1 большая, кислорода баллон и почти 500 патронов. Тихо. Да убери ты, блин, эту херню свою. Угу. Ладно. Внимание, орбитальная позиция смещена. Немедленно скорректируйте курс. В смысле, у нас Сашимура куда-то полетела в не ту сторону, что ли? Доберитесь до инженерной палубы. Окей, активируйте консоль управления. Консоль-то консолью. Давай сюда сначала зайдем. Что это у нас? Транспортная станция. По-моему, мне туда потом надо будет. Ну да. Это ж просто fast travel, короче. Ну давай призовем эту штучку. Надеюсь, она никого с собой не приведет еще дополнительных. Платформа разблокирована, отлично. Но соль-то не в этом. Подожди, я когда бегу, у меня тоже руки дрыгаются. Да, не дрыгаются. Прикольно. Ну, это скорее темный костюм. Так. Что-то тут зашел, и тут все просто в глаза сразу собирать хочется. Мы сохранимся потом. Здесь все закрыто. Engineering log. Acting Chief Engineer Jacob Temple reporting. Still
Can't believe the chief is gone. It's Так. all fallen apart since the captain died. Everyone down here is on their last nerve. Угу. We thought the Надо rioting курс was worth изменить. it. Ну давай мы сейчас костюмчик на классику поменяем. Fuck, those were my lunch buddies, Liz's friends, old boyfriends. And out of nowhere, the engines are Хранилище, кстати. Давай-ка мы вот так сделаем. Вот это переместить в хранилище. I'm taking Danvers to the Баллон, depot to fix it. да, наверное, тоже. Chief's focus drove a crack. Temple out. Пока то, что тебе воздуха дают, этого вполне хватает. Вот это что такое? Улучшение плазменного резака. Дороговато. Сейчас просто за следующий костюм, апгрейд следующего костюма запросят 1020-30. Улучшение импульсной винтовки. Блин, и это бы тоже, конечно, надо. Ладно, посмотрим. Вот слушай, я, по-моему, тогда не ставил еще. А, этот я снял костюм. Первого уровня. А почему я не могу его продать? За копейки мы могли сделать скидочку. Ладно, одеваем классику тогда. Хотя, может быть, это не классический костюм. А нет, это классический. Да, он в таком первой части ходил. Ничего, и в этом побегаем. Потом, когда прокачаем до 3-го уровня. Так, короче, давай сохраняемся. Что надо нажать? О. Ну, естественно, сейчас сломалось. Вижу тебя в диспетчерской. Есть новости по двигателям? Да, но неутешительные. Здесь закончилось топливо, и центрифуга отключена. У нас на борту груз весом 4 триллиона тонн. Без двигателя он тянет нас вниз к планете. Ты справишься в одиночку? Конечно, подключу центрифугу, восстановлю подачу топлива, а затем сделаю полный перезапуск. А ты стабилизируешь нашу орбиту. Буду на связи. Поторопись, Азик. Что-то у Азика планы наполеоновские, мне кажется. Заправки двигатель север. Не, будем сохраняться. Будем сохраняться, да выходить. Потом продолжим. Корректировка курса, 3 глава, кстати. Ладно, будем на этом закругляться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.